«Очень странные дела» — это популярный сериал Netflix, который покорил сердца зрителей с момента его премьеры в 2016 году. С тех пор у нас было 3 сезона чистого веселья под руководством 11 Майка и команды. И теперь мы наконец получили раскрытие даты выхода 4-го сезона. Мы также знаем, что временная шкала получит определенный скачок, так когда же происходит «Очень странные дела» с 1800 по 1983 год. Итак, первый сезон шоу начинается 6 ноября 1983 года. Однако на протяжении всего сериала мы получаем воспоминания или разговоры о событиях, предшествующих событиям из шоу. Мы узнаем, что Хокинс, город, в котором происходят очень странные дела, был основан где-то в середине-конце 1080-х годов. Мы узнаем, что последний человек, пропавший без вести в Хокинсе, исчез в 1923 году, за 60 лет до того, как Уилл Байерс пропал без вести в 1983 году. Проект МК-Ультра и его эксперименты начались в 1953 году, а в 1971 году Терри Айвс участвовал в экспериментах, не зная в то время, что она беременна. Она родила 11-ю, ранее названную Джейн, которую сразу же забрал доктор Мартин Бреннер, ведущий ученый, проводивший эксперименты. Это тот же год, когда родилась остальная часть нашей любимой команды – Дастин, Лукас, Майк и Уилл. 1969. Июля. Мартин Бреннер прибывает в национальную лабораторию Хокинса для наблюдения за экспериментами МК-Ультра. Калли прибывает вместе с ним. 1970-е. Калли сбегает из лаборатории. 1973. Джойс Байерс устраивается в качестве продавца в универмаге в центре Хокинса. Программа МК-Ультра официально прекращает свое существование. 1978. Терри Айвс взрывается в лабораторию Хокинса, пытаясь вернуть свою дочь. Под руководством доктора Мартина Бреннера ее лишает рассудка. 1979. Джим Хоппер возвращается в Хокинс и становится начальником местного отделения полиции. 1983 по 1984 год. 11 отправляет вступить в контакт с монстром, случайно открывая врата в изнанку. 11 сбегает из национальной лаборатории Хокинса. Монстр сбегает из лаборатории, убивая ученого и похищает Уилла Байерса. Сотни домов в западном Хокинсе пострадали от скачков напряжения и перебоев в подаче электроэнергии. Джойс Байерс идет в полицейский участок с заявлением, что ее сын пропал без вести. Устанавливается карантин на части территории национальной лаборатории Хокинса. 11 впервые встречает людей, не связанных с лабораторией, в кафе-бургере Бенни. Бенни Хаммонд сообщает о девочке в службу опеки, но звонок перехватывает служба безопасности. Вечером того же дня Бенни был убит Конни Фрейзер, но 11 удается сбежать снова. Хоппер и его команда добровольцев начинают обыскивать лес в поисках Уилла. Джойс получает телефонный звонок из другого измерения. Майк Уиллер, Лукас Синклер и Дастин Хендерсон ищут Уилла в лесу, но натыкаются на 11. Майк приводит 11 к себе домой и дает девочке имя Оди. После поиска Уилла на протяжении ночи полиция и добровольцы все еще не имеют никаких продвижений. Поиски продолжаются. Майк прогуливает школу, оставаясь дома вместе с 11, и она узнает Уилла на фотографии. Позже демонстрирует свои телекинетические способности перед Майком, Дастином и Лукасом. Агенты из лаборатории Хокинса, работающие под прикрытием ремонтников по вызову, проверяют сарай за домом Байерс и находят там следы изнанки. Джонатан Байерс развешивает плакаты розыска в старшей школе Хокинса и отправляется к отцу в поисках Уилла. Бенни Хаммонд найден мертвым в своей закусочной. Официальной причиной смерти – самоубийство. 11 говорит, что Уилл прячется, переворачивая доску игры «Подземелья и драконы» вверх ногами и ставит на доску фигурку Демогоргона, чтобы продемонстрировать, что Уилл прячется в изнанке. Его
его преследует монстр. Нэнси Уиллер и Барбара Холланд идут на вечеринку Стива Харрингтона, где Барбару, сидящую в одиночестве у бассейна, похищает монстр. Джонатан Байерс случайно фотографирует монстра из леса. Джойс получает еще один странный телефонный звонок. Мерцание лампочек усиливается, а из комнаты виллы проигрывается песня «Should I Stay, Should I Go» группы The Clash. Джойс впервые видит Демогоргона, прорывающегося сквозь стену. Барбара перемещается в изнанку, где погибает от Демогоргона. Нэнси обнаруживает пропажу Барб. Она ищет ее у дома Стива и впервые мельком видит Демогоргона. Стив ломает камеру Джонатана за то, что он тайно фотографировал его вечеринку прошлой ночью. Шеф Хоппер и офицеры Пауэлл и Каллахан проводят расследование в национальной лаборатории Хокинса и обнаруживают, что сотрудники лгут им. Они едут в библиотеку, где обнаруживают, что доктор Бреннер участвовал в проекте МК Ультра. Джойс развешивает рождественские гирлянды по всему дому и пишет краской алфавит на стене, дабы Уилл смог поговорить с ней с изнанки. 11 ведет Майка, Лукаса и Дастина к дому Уилла и утверждает, что он прячется там. Тело Уилла Байерса найдено в карьере патрульным Дэвидом Обеном. Майк расстроен, узнав, что Уилл найден мертвым, но 11 убеждает Майка, что Уилл жив, вступая в контакт с Уиллом через рацию. Ребята делают ей макияж и ведут в школу, чтобы установить контакт с другом через любительскую радиостанцию. Нэнси приходит к Джонатану и показывает обнаруженную фотографию монстра. Шепард, сотрудник национальной лаборатории Хокинса, становится первым добровольцем, отправившимся в изнанку, но его вскоре убивает Демогоргон. Хоппер разговаривает с Дэвидом Обеном, который ранее нашел тело Уилла, и обнаруживает, что Обенон лишь подставное лицо. Хоппер проникает в морг, где выясняет, что тело Уилла на самом деле подделка. Джойс видит Уилла в образовавшемся окне в изнанку. Хоппер врывается в национальную лабораторию Хокинса и обнаруживает врата. Состоялись похороны Уилла Байерса. Его отец Лони возвращается в Хокинс с целью обогатиться на владельцах карьера, в котором утонул его сын. Хоппер просыпается у себя дома и находит прослушку в люстре. Он приезжает к Джойс и признает, что все это время она была права. Майк, Дастин и Лукас пытаются найти ворота с помощью компасов, но 11 обманывает и переводит стрелки, чтобы защитить их. Между Майком и Лукасом разгорается драка, и 11 вырубает Лукаса, прежде чем убежать. Нэнси и Джонатан отправляются на поиски монстра, и Нэнси попадает в изнанку. Нэнси чудом спасается от Демогоргона и возвращается в реальный мир. Джонатан остается на ночь у нее дома, о чем узнает Стив. Джойс и Хоппер находят мать 11, Терри Айвс. Ее сестра рассказывает им об участии Терри в проекте МК Ультра и ее убеждение, что у нее есть дочь. Нэнси и Джонатан покупают оружие, чтобы убить монстра. Между Джонатаном и Стивом начинается драка, из-за которой Джонатана арестовывают. Агент Конни Фрейзер обманом узнает у мистера Кларка о Майке, Дастине и Лукасе. Лукас самостоятельно отправляется на поиски Уилла и следует по указанию компаса в национальную лабораторию Хокинса. Майка и Дастина преследуют Трой и Джеймс и угрожают вырезать зубы Дастину. Заставляет Майка прыгнуть со скалы в карьер. Майк, жертвуя собой ради друга, прыгает, но его ловит 11 и расправляется с хулиганами. Майк, Дастин и 11 спасаются бегством от агентов, нашедших их в доме Майка. Майк, Дастин, Лукас, 11, Джойс, Хоппер, Нэнси и Джонатан создают в средней школе Хокинса баг сенсорной депривации. Погружаясь в него, 11 находит в изнанке труп Барб и чудом выжившего Уилла, спрятавшегося в замке Байерс. Джойс и Хоппер попадают в национальную лабораторию Хокинса, где Хоппер раскрывает местонахождение 11 в обмен на доступ к вратам, поиск Уилла и безопасность Майка, Лукаса и Дастина. Нэнси и Джонатан устанавливают ловушку для Демогоргона в доме Байерс. К ним присоединяется Стив, и втроем они поджигают монстра. Агенты врываются в школу, где находят 11 Майка, Лукаса и Дастина. Убив часть агентов, 11 теряет сознание, но внезапно появившийся монстр расправляется с остатками солдат. 11 прощается с Майком и
убивает монстра, распадаясь на части и исчезает вместе с ним. Джойс и Хоппер находят Уилла в библиотеке в изнанке и возвращают домой. Спустя несколько часов он приходит в сознание и воссоединяется с друзьями. Хоппер уезжает вместе с агентами лаборатории. После победы над Демогоргоном 11 перемещается в изнанку. Она находит выход через один из порталов в школе и возвращается к дому Майка. Но понимая, что агенты все еще разыскивают ее, она уходит в лес. Майк пытается связаться с 11 по рации. Все попытки оборачиваются неудачей, но он не сдается и продолжает в течение 353 дней. Прячась в лесу, 11 находит охотник. Используя свои силы, она вырубает его и крадет шубу и шапку. Майк, Уилл, Дастин и Лукас вновь играют в подземелья и драконы в подвале Майка. Майк все еще скучает по 11 и оставляет крепость из подушек целой в памяти о ней. Нэнси и Стив дарят Джонатану новый фотоаппарат на Рождество. По неизвестной причине Хоппер оставляет в лесу ящик с едой и вафлями. Эго – любимой едой 11. Уилл откашливает из себя слизня, который уползает в канализацию, и на мгновение весь мир превращается в изнанку. У Уилла происходит первый эпизод. 11 находит в лесу ящик Хоппера. Хоппер вновь оставляет еду в ящике в лесу, но 11 сама выходит навстречу к нему. Понимая, какая опасность со стороны правительственных агентов грозит девочке, он прячет ее в старом доме своего деда посреди леса. 1984 по 15 декабря 1984 года. Билли и Макс приезжают в Хокинс. Русские ученые и военные на Камчатке пытаются открыть врата наизнанку, однако эксперимент не удается. Генерал Степанов дает ученым еще один год на попытки. В Питтсбурге Калли и ее банду преследует полиция, но им удается скрыться. Майк, Лукас, Дастин и Уилл идут играть в игровые автоматы. В аркаде у Уилла происходит эпизод. Макс и Билли впервые приходят в свои новые школы. Уилл отправляется на прием к доктору Уэнсу в лабораторию Хокинса. Хоппер расследует таинственную гибель урожая на фермах вокруг города. Нэнси и Стив обедают с миссис и мистером Холланд и узнают, что они наняли частного детектива Мюррея Баумана, чтобы найти бар. Ночью Уилл впервые видит истязателя разума. Хоппер продолжает расследовать быстро распространяющуюся гибель урожая. Майк, Дастин, Лукас, Уилл и Макс идут за конфетами. Уилл вновь видит истязателя. Майк забирает Уилла в свой подвал, где Уилл рассказывает о происшедшем и просит никому не говорить. Стив и Нэнси ссорятся на вечеринке Тины, что приводит к разрыву в отношениях. 11 ждет Хоппера в хижине, но тот опаздывает, и, обижаясь на него, Оди запирается в своей комнате и телепатически навещает Майка, который в очередной раз пытается связаться с ней. Дастин возвращается домой поздно вечером и обнаруживает странного головастика. Дастин приносит существо домой и называет Дартом. Хоппер понимает, что гниль, поражающая поля, расположена точно вокруг лаборатории. Он требует, чтобы Уэнс провел тщательное исследование зараженных районов. Дастин приносит Дарта в школу в надежде произвести впечатление на своих друзей, и в особенности на Макс. Однако Дарт сбегает, и остаток дня дети проводят в школе в поисках существа. 11 теряет терпение и решает сама отправиться в школу и найти Майка. Она находит его, но не решается подойти. Нэнси и Джонатан договариваются встретиться с родителями Барб на следующий день, чтобы рассказать правду об исчезновении Барбары. У Уилла вновь происходит эпизод, в котором истязатель разума вселяется в его тело. Джойс приезжает в школу и забирает Уилла домой. Она замечает все более странное поведение сына. Вернувшись в хижину, 11 ссорится с Хоппером. Нэнси и Джонатана насильно приводят в лабораторию Хокинса с места встречи с родителями Барб. Уэнс предупреждает их о возможных последствиях раскрытия того, что действительно случилось с Барб в ноябре 1983 года. Без ведома Уэнса подростки записывают его признание о тех событиях. Чтобы объяснить свои видения Джойси, Хопперу Уилл рисует то, что ему кажется, он чувствует. Множество собранных рисунков создают карту. 11 находит коробку с информацией лаборатории Хокинса о своей матери, Терри Айвс, и решает связаться с ней телепатически.
Дастин приходит домой и обнаруживает сильно выросшего Дарта, который съел его кота. Хоппер отправляется в туннели под полями и оказывается там в ловушке. Хоппер отключается в сети подземных туннелей из-за нападения споровидного растения. Уилл объясняет свою связь с монстром тенью Майку и говорит, что монстр может шпионить за ними. Майк уверяет его, что они этого не допустят и все останутся в безопасности. Джонатан и Нэнси отправляются в Сесер и Мюррею Бауману и по пути останавливаются в мотеле. Нэнси спрашивает, почему их отношения не сложились в прошлом году. Уилл говорит Джойс, что видел Хоппера в туннелях и рисует фрагмент карты, указывая место, где он его видел. Хоппер приходит в сознание и вновь пытается выбраться из туннелей, но попадается лианам, и они ловят его. Лукас рассказывает Максу правду о том, что произошло в прошлом году, но она ему не верит. Дастин с трудом запирает Дарта в подвале и пытается связаться с друзьями. Не найдя их, он встречает Стива и заручается его помощью, чтобы убить Дарта. Лаборатория убеждается в странности почвы, когда при исследованиях образцы грунта взлетают. 11 добирается до дома Терри и Бекки Айвс, где она находит лишенную рассудку мать. Она пытается связаться с ней с помощью телепатии, но все, что она видит, так это повторяющиеся воспоминания о неудачных попытках найти ее. Джонатан и Нэнси встречаются с Мюрреем и рассказывают ему правду о событиях прошлого года. Они решают, что лучший способ уничтожить лабораторию — опубликовать разбавленную версию истории. Боб приезжает в дом Байрос, и Джойс просит помочь им найти место, нарисованное Уиллом на карте. Боб, Джойс, Майк и Уилл находят местоположение Хоппера. Именно туда прибывают ученые и военные из лаборатории для выжигания лиан. Но начав выжигание, они также делают больно и Уиллу, и тот падает в судорогах. Дастин и Стив обнаруживают, что Дарт снова полинял и сбежал из подвала. Нэнси, Джонатан и Мюррей рассылают доказательства против лаборатории в крупные газеты. После речи Мюррея Нэнси и Джонатан подаются чувствам друг другу и проводят ночь вместе. 11 рассказывает Бекке, что видела в мыслях Терри, и она думает, что мать хочет, чтобы она нашла девочку, которая была с 11 в лаборатории Хокинса в детстве. Бекки помогает ей найти ее фотографию, и 11 находит ее телепатически. Оди крадет деньги у Бекки и сбегает. 11 приезжает в Чикаго и находит Калли и ее банду. Калли принимает ее как свою сестру. Уилл приходит в сознание, но оказывается, что он потерял память, так как теневой монстр продолжает контролировать его. Доктор Уэнс объясняет Джойс и Хопперу, что Уилл был заражен неким подобием вируса и теперь связан с разумом Ульем. Джонатан и Нэнси уезжают от Мюррея Баумана и обнаруживают рисунки Уилла в доме Байерсов. Джонатан находит картридж от паралоида и понимает, что дома был кто-то посторонний. Лукас связывается с Дастином, и они с Макс идут, чтобы помочь ему и Стиву поймать и убить Дарта. Несколько демодогов появляется на свалке, заставляя Макс понять, что все, что Лукас сказал о событиях прошлого года, правда. Но истязатель разума отозвал их прежде, чем они успели убить ребят. Действуя через Уилла, истязатель обманывает сотрудников лаборатории Хокинса, заманивая военных в туннель. Майк пытается предупредить их, но становится слишком поздно. Демопсы убивает солдат и врывается в лабораторию. Калли обучает 11 использовать свой гнев, чтобы увеличивать действие своих сил. 11 находит Рэя Кэрролла, и банда планирует убить его ночью. Той ночью они прибывают в дом Рэя Кэрролла. Доти и Аксель начинают красть вещи, пока Калли и Оди напоминают Рэю о его преступлениях в лаборатории Хокинса. В гневе 11 начинает его душить, но увидев фотографию Рэя со своими детьми, Оди меняет свое намерение и отпускает его, также не давая Калли застрелить его. Вернувшись в свое укрытие, банда попала на засаду полиции. Едва спасшись от полиции, Оди покидает банду, так как узнает, что ее друзья в Хокинсе попали в беду. Демопсы вторглись в лабораторию Хокинса. Джойс применяет снотворное и усыпляет Уилла, чтобы монстр не знал о их местонахождении. Доктор Уэнс, Хоппер, Джойс, Боб, Уилл и Майк укрываются в комнате охраны. Нил и Сьюзен Харгроув возвращаются домой и обнаруживают, что Макс пропал. Нил отправляет Билли найти ее. Стив, Макс, Дастин, Лукас, Нэнси и Джонатан встречаются у лаборатории
лаборатории и понимают, что Уилл, Майк и Джойс оказались в беде внутри здания. Боб покидает комнату охраны, чтобы перезапустить систему с центрального компьютера, и с трудом, добравшись до выхода из лаборатории, его убивает Демопес. Вернувшись в дом Байросов, все обсуждают варианты и понимают, что теневой монстр похож на истязателя разума из подземелья и дракона. Если они могут убить истязателя разума, они также уничтожат его армию. Они полагают, что Уилл единственный, кто знает, как победить теневого монстра, поэтому они составляют план, чтобы замаскировать его местоположение и допросить так, что монстр не знал, где находится. После маскировки сарая у дома Байерсов они разбудили Уилла и попытались поговорить с ним. Уиллу удается связаться с ними с помощью азбуки Морзе и доставить сообщение «закрыть врата». Звонит телефон Байерс, раскрывает теневому монстру местонахождение Уилла. Джойс вновь усыпляет сына, но истязатель успевает послать псов. Все вооружаются и слышат рычание на улице, но их никто не атакует. Приходит 11 и убивает Демопса. После недолгого воссоединения с 11 группа решает, что Оди придется закрыть ворота, чтобы убить истязателя. Но предполагая, что это убьет и Уилла, Джойс, Джонатан, Нэнси и Уилл отправляются в хижину Хоппера, чтобы изгнать их мальчика-монстра. Майк, Дастин, Лукас и Макс предлагают Стиву поджечь туннели под гором, чтобы отвлечь демопсов от 11 и Хоппера, что Стив запрещает. Но приходит Билли, и после драки он и Стив теряют сознание. Дети берут машину Билла и Стива и уезжают на тыквенное поле. Истязатель разума изгнан из Уилла. Майк, Лукас, Дастин, Макс и Стив поджигают туннели и с трудом выбирается на поверхность. Пока Хоппер защищает 11 от демопсов, она направляет свои силы и закрывает врата. Разоблачение Мюррея Баумана закрывает в лабораторию Хокинса. Для Барбары были проведены похороны с пустым гробом. Доктор Уэнс передает Хопперу поддельное свидетельство рождения 11, в котором говорится, что она теперь официально является дочерью Джима Джейн Хоппер. В то время как Уэнс советует оставаться в тени еще хотя бы в течение года. Хоппер убеждает его дать 11 одну ночь, чтобы она могла воссоединиться со своими друзьями. Дети, в том числе и 11, приходят на снежный бал в среднюю школу Хокинса. Истязатель разума, все еще находящийся в изнанке, нависает над изнаночной версией средней школы. 1985 по октябрь 1985 года. Советский Союз притворяет в жизнь свой план по окончательному совершенствованию ключа. После тайной покупки недвижимости и земли в Вист-Хокинсе СССР начинает работы по строительству секретного советского объекта, а также торгового центра Старкорт, который его окружает. Мэр Ларри Клайн знает о проникновении. Майк и 11 целуются и обнимаются в спальне 11, прежде чем вмешается Хоппер. Майк, Уилл, Лукас и Макс отправляются в торговый центр Старкорт на предпоказ фильма Джорджа Ромеро «День мертвых». Перебои в подаче электроэнергии охватили Хокинс, затронув все места, включая торговый центр Старкорт. На сталелитейном заводе Бримборна, расположенном на окраине города, по неизвестным причинам собирается огромное количество крыс. Дастин возвращается через месяц из лагеря сами знаете где. Майк, 11, Уилл, Лукас и Макс удивляют Дастина своим приветствием. Крысы бегут из Хокинса средь белого дня к Бримборну. Не зная об этом, дети собираются на холм, чтобы установить Церебро. Хоппер обсуждает Джойс, как справиться с ситуацией, связанной с 11 и ее растущими отношениями с Майком. Ночью Билли едет на встречу с миссис Уиллер, однако что-то попадает в его машину. Он выходит, и пожиратель разума тащит его на сталелитейный завод Бримборна и овладевает им. Нэнси допоздна работает в Хокинсе Пост. Ей звонит миссис Дрискол, которая жалуется на необычное поведение крыс в ее доме. После того, как Уилл, Лукас и Макс
оставляет Дастина позади, который все еще ждал ответа Сьюзи на холме, перехватывает русскую связь через машину Церебро. Джойс замечает странное поведение магнитов в магазине Мелвальда. Она обращается к Скотту Кларку, чтобы узнать о них больше. Нэнси и Джонатан навещают миссис Дрискл, которая говорит им, что, по ее мнению, крысы хотели съесть ее удобрения. Он также показывает Нэнси и Джонатану одну из крыс, которых она поймала, и она ведет себя странно. Дастин навещает Стива в Скупс-Эхой и рассказывает ему о послании русских. Робин подслушивает их разговоры и прилагает помощь. В конце концов, ей удается взломать код к концу их смены. Билл идет на работу в общественный бассейн Хокинса, но оказывается дезориентированным. Хоппер идет в ратушу, чтобы поговорить с мэром Клайном о протестующих в торговом центре Старкорт на лужайке перед ратушей. Находясь там, Хоппер замечает странного мужчину, выходящего из кабинета Клайна. 11 проводят день с Макс вместе в торговом центре после того, как Майк вынужден лгать ей, что напрягает их отношения. Выходя из торгового центра, Стив выводит связь, что музыка, услышанная в русском сообщении, похожа на детскую прогулку по торговому центру. Это приводит Дастина, Робина и Стива к выводу, что сообщение было записано внутри торгового центра. Ночью Билли похищает Хизер, забирая ее к пожирателю разума в Бримборне для владения. 11 и Макс устраивают ночевку. Во время шпионажа через пустоту 11 ведет Билли вместе с испуганной Хизер. 11 и Макс решает расследовать это утром. Джой сообщает Хопперу о магнитах. Она предполагает, что лаборатория Хокинса имеет к этому какое-то отношение, и убеждает Хоппера исследовать лабораторию. Макс и 11 осматривают дом Харгроуа только для того, чтобы найти поясную сумку спасателя и пропитанный кровью свисток, спрятанный под раковиной. Узнав о Хизер в общественном бассейне, 11 отправляется в пустоту, чтобы проверить ее, но там видит, что она в беде. Робин делает вывод, что русский код относится к разным местам в торговом центре Старкорт. Ночью Джойс и Хоппер врываются в лабораторию Хокинса, но ничего не находят. Хоппер позже попадает в засаду Григория, который сбегает из лаборатории. Джойс отводит Хоппера обратно в его каюту. Макс и 11 посещают дом Халлоуэлл. Они находят Хизер живой, но она и Билл ведут себя странно. Хизер помогает Билли накачать наркотиками своих родителей, Тома и ее маму. Они доставляют их пожирателю разума на сталелитейный завод Бримборна, чтобы превратить их в своих дронов. Нэнси и Джонатан возвращаются в дом Дрискла. Они находят миссис Дрискл, поедающей удобрения. Позже ее срочно доставляют в больницу. Хоппер просыпается в хижине. Джойс рассказывает ему о наемном убийце, который сбежал после нападения на него. Ее описание пробуждает в Хоппере воспоминания о человеке, которого он видел в ратуше. Хоппер и Джойс посещают ратушу. Столкнувшись с Клайном, Хоппер узнает, что киллер — это Григорий, который работает на русских, чтобы помочь им приобрести торговый центр Старкорт и несколько ферм рядом с электростанцией Хокинса. Ночью Хоппер и Джойс решают осмотреть фермы. Майку удается затащить 11 и Макса к себе домой. Уилл рассказывает группе о присутствии пожирателя разума, который, возможно, все еще жив в реальном мире. Они предполагают, что Билли — новый хозяин истребителя разума. Том увольняет Нэнси и Джонатана с поста. В Скипс-Эхуэй Робин уведомляет Стива и Дастина, что воздуховоды помогут им попасть в прогрузочный отсек, позволяя ему видеть, что задумали русские. Они нанимают Эрику, которая приходит по воздуховодам, чтобы открыть дверь. Четверо находят необычное вещество в одной из коробок, однако они оказываются в ловушке в комнате, которая превращается в лифт и спускается вниз. Майк, 11, Макс, Лукас и Уилл проведут тест в сауне, чтобы определить, одержим ли Билли разрушителем разума. Группа заманивает Билли в сауну у бассейна, чтобы поймать и согреть его. Билли показывает признаки того, что он одержим. 11 сражается с Билли, и он почти побежден. Когда он вот-вот задохнется, вмешивается Майк. Истощенный 11 высвобождает свои силы, чтобы телекинетически вышвырнуть Билли из домика у бассейна. Однако Билли сбегает в Бримборн. Нэнси навещает миссис Дрискл в больнице. Когда дети
проходит тест в сауне, Нэнси замечает, что Дрискл ведет себя ненормально. Хоппер и Джойс находят Алексея, работающего в подвале фермерского дома Хесса. Григорий выслеживает их, и между ними завязывается короткая драка. Хоппер и Джойс берут Алексея в заложники и убегают. По дороге в Иллинойс машина Хоппера ломается, и им двоим приходится идти через лес, забирая Алексея с собой. В подвале Виллера 11 видит в пустоте, что Хоппер и Джойс едут в Иллинойс. Дети планируют, что делать, чтобы остановить пожирателя разума. Григорий приезжает на заправку, где расспрашивает Кларка о Хоппере. Нэнси и Джонатан встречают детей в подвале. Дети рассказывают, что их тест в сауне подтверждает, что Билли был одержим пожирателем разума, как это было раньше с Виллом. Понимая, что миссис Дрискл также отреагировала аналогично Билли во время теста в сауне. Они предполагают, что там еще больше освежеванных, включая Хизер. Они посещают дом Хэллоуэев, но никого не могут найти. Они решают посетить мемориальную больницу Хокинса, чтобы освободить Дрискл, чтобы она могла показать им источник. В больнице Нэнси и Джонатан отправляются навестить миссис Дрискл, пока дети сидят в приемной. Однако вместо нее они находят Тома и Брюса, с которых содрал кожу пожиратель разума. Они пытаются убить Нэнси и Джонатана. Дастин, Эрика, Робин и Стив добираются до российского штаба. Они становятся свидетелями того, как ученые пытаются открыть врата. Джонатану и Нэнси удается убить Тома и Брюса. Несмотря на это, их тела тают и застывают вместе, превращаясь в большого монстра. Прибывают дети, и 11 телекинетически выбрасывает монстра из больницы, спасая Нэнси. Однако останки монстра просачиваются обратно в Бримбор через канализацию. Григорий встречает Клайна утром на ярмарке Хокинса и требует, чтобы он заманил Хоппера и Джойс на ярмарку развлечений. Алексей рассказывает, что русский пытается открыть врата, и ученые считают, что врата в Хокинсе наиболее уязвимы. После того, как Алексей расскажет, почему русский находится в Хокинсе, Хоппер просит ФБР сообщить доктору Венсу о плане русских открыть ворота и просит привести подкрепление. Робин и Стив взяты в плен и допрошены русскими, в то время как Эрика и Дастин убегают в воздуховоды. 11 уходит в пустоту. Она видит Билли, который говорит с существами изнанки, что они собираются победить Хокинса. Билли также говорит 11, что будет следить за ней, как и за любым другим перевернутым существом. Пожиратель разума становится больше, поглощает десятки своих хозяев и вырывается из сталелитейного завода Бримборна, чтобы встретиться с 11. После короткой схватки группа покидает хижину и находит убежище в большой покупке Брэдли. Дастин и Эрика не возвращаются в торговый центр Старкорт. Они прячутся от русских в фудкорте после закрытия торгового центра. При большой покупке Брэдли, Лукас и Уилл возьмут взрывчатку в качестве прикрытия против разрушителя разума. Занимаясь ранами 11, Майк извиняется перед ней. Дастин обращается за помощью к Майку, но разряженная батарея прерывает их связь. После того, как Оди узнает, что Дастин находится в Старкорте через пустоту, группа возвращается в торговый центр. После убийства Алексея Хопперу, Джойс и Мюррею удается ускользнуть от Григория и сбежать с ярмарки развлечений. Они принимают сигнал бедствия Дастина и направляются в Старкорт. Русские загоняют в угол Дастина, Стива, Робина и Эрику, но 11 прибывает с группой и спасает их, бросив машину в русских. Группа воссоединяется друг с другом. 11 падает на пол из-за пульсирующей раны на ноге. 11 использует свои силы, чтобы выбросить странный нарост пожирателя разума из своей ноги. Однако это приводит к тому, что она становится слишком ослабленной, чтобы больше пробуждать свои силы. Хоппер и Джойс прибывают в Старкорт вместе с Мюрреем. Они планируют закрыть врата в русской лаборатории под Старкортом, пока Эрика и Дастин помогут им спуститься. Дети отправляются, чтобы отвезти 11 на склад Мюррея, но находят убежище в торговом центре после того, как Билли загнал их в угол. Пожиратель разума прибывает в торговый центр, пробивает крышу и ищет их. Когда монстр приближается к Майку, 11 и Максу, его отвлекает рогатка Лукаса, давая группе время уклониться от нее. Но Билли противостоит им и хватает 11, чтобы отвести ее к пожирателю разума.
разума. Тем не менее, прежде чем он смог овладеть ею, Стив вместе с Робином, Нэнси, Джонатаном, Лукасом и Уиллом вмешаются в монстра, бросив взрывчатку. Билли противостоит монстру, жертвуя собой, чтобы защитить 11. Хоппер и Джойс добираются до лаборатории. Джойс вынуждена выключить машину и рисковать жизнью Хоппера. Машина взрывается, убивая пожирателя разума. Ударная волна от машины предположительно разрушает бункер. Доктор Уэнс и американские военные прибывают в Старкорт и немедленно захватывают российскую базу. 11 понимает, что Хоппер не вернулся и приходит в отчаяние. Клайн арестован и отстранен от должности мэра Хокинса. The Cutting Edge выпускает рекламный ролик для отчета о расследовании, которое охватывает все странные события, произошедшие в Хокинсе за последние 2 года. В тюрьме на Камчатке тюремные надзиратели скармливают заключенного взрослому демогоргону. Они также держат в плену американского заключенного, хотя его личность неизвестна. 11 все еще не вернула свои силы, но Майк с оптимизмом смотрит на то, что они вернутся. Они планируют увидеться на День Благодарения. 11 показывает, что слышала, как Майк говорил о своих чувствах к ней и целует его, говоря, что она тоже его любит.